Обнова вышла уже давно, у тебя до сих пор нет куртки или банданы, тогда заходи на pubgdrop.com. Помимо крутого шмота и режима airdrop, они завезли на сайт еще и бесплатный кейс, в котором падают даже плащи, и классную рефералку, так что можешь приглашать друзей и открывать кейсы бесплатно. А если не любишь рисковать, то участвуй в розыгрыше самого дорогого плаща за обычный репост. pubgdrop.com, ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Фил, и последние несколько дней все новости PUBG связаны в основном с исправлением багов и косяков последнего обновления. То это были ошибки с серверами, с подключением, то рейтинг не обновлялся, то еще какие-то непонятные ошибки, но сейчас все вроде более-менее стабильно. Не считая того, что жалобы на читаков мне все еще поступают огромными количествами, и под последним моим новостным видео, как я и просил, вы подтвердили ситуацию, что с выходом нового античита ничего особо-таки не изменилось. Это, конечно, очень неприятно, и разработчики пока затихли с этой проблемой. Про обновление клиента, как ни странно, на этой неделе тоже ни слова. Есть предположение, что разработчики готовят что-то более масштабное, чем исправление ошибок по списку, про который я рассказывал ранее. Что касается падения популярности PUBG, о котором все рассказывают на каждом углу, я думаю, вы об этом наслышаны. За последние 30 дней среднее количество игроков в игре уменьшилось на 60 тысяч по сравнению с предыдущим периодом, что составило почти 4%, и пока что действительно идет тенденция спада, так как еще 4 дня назад этот процент был около 3%. Но принимать это за абсолютную правду я вам не рекомендую. Да, действительно возможно такое, что игроки меньше заходили в PUBG в январе. И в принципе это нормально, так как практически во всех отраслях ежегодно в январе происходит спад. Это прям мировая тенденция. По одной из версий это может быть связано с уменьшением активности китайских игроков. Судя из приведенного сообщения в Твиттере, есть шанс, что Tencent сделает для них местную локализацию, а может быть и вообще бесплатный доступ к игре, во что я точно не верю, так как китайцы приносят наибольшую прибыль разработчикам. Если же отбросить разговоры о Китае и посмотреть на рост популярности игры в России, то, как вы можете заметить, количество запросов в месяц только растет, и намеков на спад здесь нет. Да и вообще, что бы ни происходило в будущем, в 2017-м PUBG в любом случае уже стал абсолютным лидером, что подтверждает официальная статистика Твича и рекордные темпы развития. Приятной новостью для владельцев видеокарт от AMD сегодня стал выход новых драйверов, специально оптимизированных под PUBG. Видеокарты, которые поддерживают данные драйвера, вы видите сейчас на экране. В первой табличке комповские видюхи, во второй ноутбучные. Скачать их можно с официального сайта, на котором, кстати, производитель заявляет, что ваш FPS должен вырасти на величину от 3 до 7%. Это в принципе неплохо, но если быть откровенным, FPS много не бывает. И последняя новость — это выход кинематографического трейлера, посвященного релизу мобильного PUBG. Сделан реально очень качественно и классно. Снимали его, как можно заметить, при поддержке сайта pub.qq.com, на котором, как вы помните, можно получить новые шмотки. В общем, повторяться не буду, если кто-то не понял, о чем я, смотрите видео о ветеранском сете. Оно было прям совсем недавно на моем канале, и в конце я обязательно вставлю его в предложенное. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Играйте в PUBG, занимайте топ, участвуйте в розыгрыше крутых часов Casio и ключей PUBG в моих группах ВКонтакте. Всем желаю удачи, пока-пока.